Первая частная типография Хадаева, носившая имя «Прогресс», имела оборудование Кёник и Блоуэр и 12 печатников. Типография обслуживала весь город и уезд, и здесь же с 1914 года начала издаваться газета «Пешпекский листок», в которой публиковались различные рекламные объявления и указы правительства. По сути, это можно назвать зарождением печатного и газетного дела. Меня зовут Дарья Соловьева, и я хочу вам рассказать о самом прекрасном времени нашего города, о вечернем Бишкеке. А сейчас мы с вами прогуляемся по вечернему городу и поближе познакомимся с его улицами, у каждой из которых есть своя история. Как улица Алматинка связана с российским императором? В 1892 году на выставке в Омске бишкекский агроном Фетисов представлял свою продукцию – сыр. Его павильон был выполнен в форме кыргызской юрты, куда и заходил сам Александр III, российский император, кстати, на коронации которого присутствовал Шабдан Батыр. Именно в честь него и названа наша улица Алматинка. Вот такими хитросплетениями судьбы и окутан каждый уголок нашего города. Сейчас мы находимся на площади Алато, самом популярном месте нашей столицы. Но мало кто знает, что прямо под моими ногами находится бункер, который был построен в советское время для лидеров партии. Сейчас это место используется для других целей, для проведения художественных выставок. Вот так вот время вносит свои коррективы. Сейчас уже плюсовая температура и самое любимое время года горожан – весна. Совсем недавно мы отпраздновали 140-летие нашего города. С чего же все началось? Дело в том, что в конце 19 века, тогда еще в уездном городе Токмаке, произошло наводнение, которое разрушило все административные здания. По этой причине 29 апреля 1878 года указом генерал-губернатора почтовое отделение переносится на территорию Каканской крепости, то есть современного Бишкека. Это и стало началом отсчета нашей столицы. Бишкек оправдывает свой статус молодежного города, ведь молодежью является каждый третий гражданин нашей страны. Эту цифру подтвердят вам вечерние улицы, парки и общественные пространства нашего города, где отдыхают и проводят свое время молодежь столицы. Зелень всегда являлась визитной карточкой нашего города. В 30-е годы прошлого века здесь произошла массовая древесная эпидемия, которая уничтожила больше половины всех деревьев. Несмотря на то, что бульвар Эркиндык – это лишь 30% от первоначальной посадки, он является зеленым оазисом нашего города. Теперь мы можем только представить, каким густым и зеленым было это место в начале прошлого века. Рядом с гостиницей «Хаят» располагалась узбеко-уйгурская чайхана «Нацман». В 20-е годы здесь останавливался великий кыргызский акын Токтагул. Это была его первая и единственная поездка во Фрунзе. Любопытно, что памятник, посвященный ему, находится совсем рядом, возле театра оперы и балета. Очень интересная история у парка Панфилова. В царское время здесь находились парники, где выращивали овощи и фрукты. В советское время летний амфитеатр, а сейчас это любимое место для досуга.
Раньше на этом месте находился городской зеленый рынок, а сегодня площадь Победы, где находится вечный огонь, символ памяти ушедших героев. Это был проект «Бишкек 140». С вами была Дарья Соловьева. Создавайте свою магию и атмосферу в нашем любимом городе. Встретимся на его улицах.